Счастье. Кому счастье? Гордость гороскопа. Кто гордость гороскопа? Кто до сих пор не знает гордость гороскопа? Козероги. Счастья вам! Вы гордость гороскопа. Июль месяц. А в августе Селена к вам заходит. Но об этом будем говорить в августе. Я подглядела для вас. Ну, вернемся к июлю. К июлю месяцу вернемся. И что тут у нас за хоровод? А хоровод хороший. Хоровод, козероги, хороший. Две энергии. Смотрите, вот такое ключевое событие. Их несколько. И они все, так скажем, позитивные. А позитивные, когда ты знаешь о них, и ты их применяешь. А козерог знания, как никто другой, применяет. Просто об этом надо знать. И когда знаешь, что ты их очень хорошо используешь в своей жизни, применяешь в свою жизнь. Не на теории. Ну, услышал, ну, узнал, ну, почитал, дальше что? А на практике. Применяю на практике. Итак, мои хорошие, смотрите, что. Таких два ключевых события, о которых мы заострим внимание. Все остальное это ближе к тем дням, ближе к тем событиям, поподробнее будут еще отдельные видео. Ну, начнем с того, что две энергии – это энергия Венеры и энергия Марса. Мужская энергия и женская энергия. Они сделали транзит и пошли к львам. И Марсу, и Венере в самом прекрасном, роскошном расположении там. Они там на троне. Львы их посадили сразу на трон. Надели им короны. И две эти энергии очень комфортно и хорошо себя чувствуют там. Мужская энергия, женская энергия. Мы с вами вот эти две энергии. Ни одного из нас нет без сложения этих двух энергий. То есть всегда, когда эти две энергии встречаются, всегда что-то рождается, что-то новое зарождается, что-то новое выходит, продолжение идет. Когда соединяются эти две энергии, они в этом месяце будут соединяться. Мало того, что они находятся в прекрасном, чудесном расположении, им комфортно, им хорошо, они полностью себя там отрабатывают, полностью свою энергию, ничего ни за что не прячась, ни за что не спасаясь, держаться за что-то или следовать чему-то. Они там полностью раскрывают свою презентабельность, презентуют себя. И еще и плюс ко всему они там соединяются. А всегда, когда две энергии эти соединяются, рождается что-то новое. И смотрите, с 1 числа по 22 Венера будет находиться во Львах. Для вас это 8 сектор. Сейчас мы это разберем. С 1 числа и по 29 июля Марс тоже находится во Льве. А 11 числа они соединяются. И все это находится у вас в 8 секторе. А также в 8 секторе будет находиться и Меркурий для вас. Давайте все это соберем в кучу. От этого сделаем весь месяц, потому что это наиположительнейшая энергия. Энергия на создание, на созидание, на новое, на переход к чему-то новому. Все, что по 8 сектору, сначала рассмотрим финансовую сторону, такую глубокую сторону, а затем в сторону личных отношений. Итак, если у вас были какие-то судебные разбирательства,
Если у вас было что-то под вопросом, вам не делали какие-то выплаты, вам долги были нужны, у вас зависли какие-то долги задолженности, то, соединяясь эти две энергии, вам дают чудесный, замечательный результат. Вы получаете результат. Выплаты получаете, надбавки получаете, премии вам перечисляют, суды выигрываете. Очень хорошие будут сделки, очень хорошие финансовые сделки. У каждого на своем уровне. Мы не говорим, что это какое состояние или... У каждого на своем уровне. Но эта сторона жизни, соединяясь и Венера, и Марс, дает очень прекрасный положительный результат. Если на работе у вас какие-то были... вы везете, вы же трудоголики. Вы же на себя взваливаете, везете, делаете много. Потом, в конце концов, надоедает это делать. И вы понимаете, что вы работаете за троих, а получаете за одного. Вот этот вот момент тоже может в этом месяце решиться. Либо вы получаете надбавку, либо вы получаете продвижение по службе, а это уже надбавка. Либо вы это все скидываете со своих плеч и не везете. Весь отдел распределяете это на всех. Это первое. Вторая сторона – личные отношения. Личные отношения – огромный большой шанс для того, чтобы те, кто в поиске, козероги в поиске, козероги в поиске, многие козероги, так же, как еще один знак. Ладно, в поиске. Прекрасный, чудесный аспект для того, чтобы встретить своего человека. У вас на это хватит мягкости, желания, нежности, ласки. Вы захотите это все подарить. Вы захотите это все получать. Вы на все это будете откликаться. Вам легко будет встретить своего человека. Легко признаться в чем-то. Потому что сама по себе энергия находится на пьедестале. Она говорит, она не прячется ни за что. Она говорит за себя, эта энергия. Если это красиво, она говорит красиво. Если я люблю, она говорит я люблю. Если нравится, говорит ты мне нравишься. Если это хорошая сделка, она идет, получается эта сделка. То есть вот так она себя выражает, эта энергия. Вот такая энергия выражать себя. А когда ты открыт, а когда ты свободен к тому, чтобы принимать это все, ты это все к себе притягиваешь. Вот такой чудесный аспект, который будет на протяжении всего месяца. Новолуние будет 10 числа, и новолуние для вас это будет в 7 секторе. Опять смотрите, опять личные отношения, партнерские отношения, личные отношения, 7 сектор. Новолуние планы строите, предложения можете получить, сами кому-то сделаете предложение. Потому что, такие козероги консервативные уже понимают, что приятно, хорошо с этой женщиной, а вот как-то немножко узаконить это или предложить, сказать, как-то еще не решается. Решитесь на это, вам захочется, вам комфортно станет. Вы захотите эти слова произнести. Так что, да, новолуние будете строить планы, будете строить большие перспективы на свою семью, на свои отношения. Семья – это не обязательно, что вы расписались и стали семьей. Вы стали жить вместе – это уже семья. Вы в разных странах, но у вас уже как-то общие какие-то темы, общие разговоры, но пока еще не можете соединиться, хотя аспект и соединиться тоже. Но тем не менее вы будете чувствовать себя семьей. Пошли официально расписались, тоже вы, естественно, вы семья. То есть любой вариант, напоминающий семью, делающий семью, в вашем понятии на сегодняшнее, как вы себе видите эту семью, вы ее можете получить или планы на это в этом направлении строить. Следующий такой, который будет такой значимый тоже аспект в этом месяце, это Лилит. Это фиктивная точка, это не планета, это фиктивная точка. И она долго стояла, 9 месяцев, она стояла в Тельцах. И там стоял Уран. И очень делал, Лилит здесь пакости делала с удовольствием, потому что Уран ей помогал делать эти неприятности неожиданно. Вдруг сделал. Вот такие препятствия делал, постоянные какие-то испытания это Лилит делала. Плюс еще и помогал там
Уран так себя развязно вести этой Лилит. Сейчас Лилит переходит в Близнецы. И тоже будет там находиться, 19 числа переходит в Близнецы и будет там находиться 9 месяцев до следующего года, почти до апреля следующего года. Что такое для вас Лилит? Козероги на проказы, на озорство, на хитрости, на сплетни Лилит попадает очень-очень редко. Вы это не те, кто услышал, сказал кто-то, передал кто-то, и вы в панике. Нет. Нет. Вы на проказы Лилит практически не попадаете. Но когда Лилит находится в Близнецах, это информация, то есть это управляет ею Меркурий, то есть она управляет Меркурием, это Лилит. И она себя так развязно здесь ведет, потому что большой объем информации есть в любой области. Хочешь тебе, пожалуйста, по здоровью, хочешь тебе, пожалуйста, про личные отношения, хочешь тебе про карьеру, хочешь тебе про мировые новости, хочешь, что хочешь. Большой объем есть, где тебе сделать какую-то подножку где-то поставить. Поэтому даже при том, что козероги не поддаются на нее, не хватаются на нее, не особо на вас Лилит влияет, но тем не менее, вот находясь в таком большом значимом варианте, вы можете на что-то подцепиться, на что-то клюнуть, на какую-то хитрость, на какое-то озорство, так мягко говорим, можете на это подцепиться. Поэтому для чего мы знаем астрологию, для чего мы ее слушаем, для чего? Для того, чтобы применять ее в своей жизни и руководить ею, астрологией. А не Лилит руководит или там какие-то другие планеты. Ты, когда знаешь, ты этим процессом руководишь. Поэтому, конечно, информативно, особенно сейчас, когда столько всякой информации ты пропускаешь через свою голову. Проверяйте то, в чем вы не особо уверены. Где-то услышал, где-то почитал, где-то посмотрел. Я это все отметаю. Я сама все проанализирую, или я сам все проверю, сам все проанализирую. Мне не надо никаких других источников. Я сам соберу информацию, сам проверю и только тогда сделаю какие-то выводы. То есть, посмотрите, это 9 месяцев будет такой, знаете, информативной утки со всех сторон. Одни будут говорить одно, другие другое. И так это уже, видите, это уже все это уже начинается. Сам себе сделай выводы, сам себе проверь, найди сам свои источники и сделай какие-то выводы. И вы прекрасно с этим справитесь, зная об этом, зная эту информацию, вы прекрасно с этим справитесь. С Лилит справитесь на ура. Так, что еще? Ну вот 24 числа будет полнолуние в вашем втором секторе. То есть финансы. Подведете итоги, посмотрите, куда вы вкладывали, за что вы платите проценты, как с этим всем делом разобраться. Стоит ли столько платить, сколько вы платите за аренду какого-то помещения. Может быть, подсократить, может быть, вам уже такое большое помещение для работы и не нужно. Может быть, вы какую-то часть будете делать дома. То есть здесь вы просто подведете такой итог. Ну а 28 числа Юпитер будет идти обратно в свое направление, то есть придет. Он сейчас находился в Рыбках, в прекрасном своем доме, ему там хорошо было, комфортно было, и он возвращается туда, к Водолеям, то есть там, где стоит ваш Сатурн. И это тоже с финансами будет связано. И этот транзит тоже будет связан с вашими финансами. То есть вы почувствуете, и по тому, как Венера с Марсом будет находиться и делать соединение, и потому как Юпитер возвращается назад, вы будете чувствовать стабильность финансовую, ну то, к чему вы всегда стремитесь. И мало того, что вы сами хотите быть стабильными, вы еще вокруг себя целый хоровод везете. Ну, так вот так. Хотя девиз, вы знаете, нашего
девиз вашего года – это снять контроль, убрать этот контроль, убрать эти костыри, которые вы понаставили всем своим родным, и за них это что-то выполняете. Дать освободить, дать свободу, себя освободить, колени свои освободить, плечи свои, желудок и так далее. Ну вот такой вот месяц, Козероги, такой месяц поближе туда к этим всем событиям, к соединению этих двух Марса и Венеры, к Лилит, к полнолунию, к новолунию, туда ближе к этим датам, ближе к этим событиям я отдельно буду делать видео, в котором вы поподробнее узнаете, как это у вас будет проходить в каких домах. Ну, в целом месяц очень обнадеживающий, месяц такой, ну вот это событие, конечно, это чудесные энергии, которые соединяются, Венера и Марс, то есть мужчина и женское и мужское начало. Это что-то зарождается, что-то получается, что-то новое. Всегда это на созидание. И обычно такой аспект бывает раз в 2 года, но смотря в каком положении. Вот сейчас, когда он находится в Львах, это наисильнейшее положение вот этих двух чудесных энергий. Они осознанные. Понимаете, здесь Марс очень осознанный. Это и молодой Марс от Овна, жаждущий к жизни, стремится познать, увидеть, попробовать, сделать. И осознанный, степенный, достойный, медлительный, такой подумать, потом действие какое-то сделать. Вот такой осознанный очень Марс соединяется с Венерой, которая уже на пьедестале, находясь во Льве, она на пьедестале. Очень две вот такие сильные энергии, которые мы с вами будем чувствовать. Ну что, бесконечно вас уважаю. Всем большое спасибо за поддержку канала. Козероги, большое спасибо. И козероги, и асцендентные козероги. И те, даже у кого луна в козероге. Спасибо большое. Чувствую вашу поддержку. Получаю вашу поддержку. Спасибо за лайки. Спасибо за подписку. Ну и, конечно же, до следующих встреч. Гордость гороскопа. Обнимаю вас.